Это самый насыщенный подкаст на количество инсайтов и практических задач в сфере блогинга. 90% блогов не растут как раз потому, что у них нет четкого ответа, зачем это людям смотреть. Я прилетел в Москву и записал тут подкаст совместно с Мишей Тимочко. Миша Тимочко — это просто легенда онлайн-продаж, ведения блога, ну просто рекордсмен. У меня были деньги, заработанные с запуска, и я подумал, круто купить себе Феррари в 22 года. Я думаю, вот это будет инфоповод. И мы сели с ними и подумали, а что нужно делать человеку, у которого 67 подписчиков, чтобы у него было 100 тысяч, и при этом он очень хорошо зарабатывал со своего блога, продавая товары, услуги, там, без разницы. Блог, он растет и дает результаты, если он сделан в какой-то правильной концепции, в какой-то правильной стратегии. Мы очень честно сели и описали полностью все, что вот мы знаем, чтобы вы это сделали. Ставьте лайки, комментируйте, обязательно комментируйте. Это очень важно для нас команды, потому что мы так видим, что было ценно для вас, и еще больше на эту тему начинаем снимать выпусков. Поэтому не забывайте это делать. Ну что, сегодня у меня выездной подкаст. Я нахожусь в Москве, в России. И сегодня у меня тут чемпион по созданию контента местный, Миша Тимочко. Это человек, который, сделал огромный вклад, на самом деле, в меня тоже, потому что в каком году мы с тобой работали? В 22-м году Миша помогал мне запускать поток, один из запусков делал со мной. И тогда такой произошел level-up у меня в жизни, связанный с блогом. У меня такой, знаешь, реально новый уровень именно вот в понимании блогинга. И с того момента я прям сильно лучше стал вести, поэтому я решил позвать тебя и поднять, наверное, такую самую интересную тему на данный момент. Это вот прям как с нуля начать вести блог. И вот я хочу, чтобы ты поделился максимально всем, что вот у тебя есть, таким ключевым. И я тоже, соответственно. Цель такая, вот как человеку с нуля, у которого 67 подписчиков, стать лидером в своей сфере. И с помощью соцсетей продавать там разные товары, услуги, там, без разницы. Да, вечно актуальная ниша. Да. Тоже очень рад быть с тобой на подкасте. Для меня Арман тоже важный человек в моей истории. Вообще, давайте для тех, кто впервые меня видит, представлюсь. Меня Миша зовут. Я занимаюсь запусками, развиваю свой блог. У меня сейчас есть свой блог в Инсте, в нем 1 миллион подписчиков. С Арманом мы работали в 22 году. Я тогда имел, мне кажется, 250 или 300 тысяч подписчиков. Можно сказать, был в начале своего пути, занимался запусками, и тогда я еще активно занимался продюсированием, когда я приходил к другим людям и помогал им запускать проекты за процент от продаж. И однажды я искал себе проекты, писал разным блогерам, и мне удалось выйти на Армана. И я полетел в Казахстан на 1,5 месяца, жил в Казахстане и делал запуск Армана, вплоть до того, что некоторые сторисы я прям сам выкладывал, очень Арман много, мне оставлял телефон. Мы сделали классный прорыв, там в несколько раз смогли по цифрам перебить тот запуск, который... X5, по-моему. Да, который был, и для меня это тоже было большой победой, и мы из этого целое реалити-шоу сняли, и Арман стал для меня такой тоже важной точкой в моей карьере. Сейчас супер тоже тобой вдохновляюсь тому, как ты растешь в блоге, из инсайтов такой у нас. Кстати, у нас не сильно подготовленный подкаст, просто Нет, в моменте. чисто в моменте, как говорим, есть, наоборот, да. Из инсайтов последних дней созванивался с контент-продюсером Армана, с текущим. Да. С Аидой, вот, и спрашивал, говорил, вот, смотрите, есть сейчас блогеры, которые делают фокус на количество, делают много рилсов. Есть блогеры, которые делают фокус на качество, снимают пару рилсов в неделю, но вот прям шедевральных фильмов. Вот у вас с Арманом, я вижу, что вы сейчас растете, у вас фокус на что? Она говорит, конечно, на качество, да, качество 100%, поэтому мы сейчас делаем только 2 рилса в день. Я на этом моменте офигел. Поэтому ты для меня тоже во многом являешься примером в ведении блога. Что ж, давай разгонять. В общем, задача прокачать блог на 67 подписчиков. В общем, смотри, человек, неважно, чем он занимается, услугами или товарами, без разницы, что он там будет собирается продавать, нам нужно просто ему создать такую медиа-платформу, ему собственную, где он там это все будет генерить. То есть, типа, вот с нуля до, давай, допустим, я не знаю, скольки, там, пусть будет 100 тысяч, и там, чтобы благодаря блогу человек мог регулярно делать продажи там и так далее. Давай начнем вообще с того, что, надо, не надо. Супер. Вообще все это. Вообще, я первым пунктом бы поставил, давай так, привести идею блога к конкретному рабочему плану.
То есть превратить ведение блога в работу. То, Мгм. что большинство людей находится на стадии такой, что у них есть какая-то основная деятельность, Да. это их клиенты, работа основная, и блог — это что-то, дополнительный час вечером в среду, иногда, когда есть настроение. Еще и параллельно с тем, когда ведешь свой бизнес, в моменте снять какие-то сторис. К тебе подходит СММщик и такой, типа, ну давай, Да, сними. да, И да, ты да. такой, ну вот это сейчас делаю. Типа это сейчас надо, это сейчас модно, и типа Да, вот да, эта да. история. То есть и 90% людей, которых я вижу, и они якобы пытаются развивать блог, они не приняли решение, что они блогеры. То есть они 100%. не устроились на эту работу. Любая работа предполагает какой-то рабочий график и минимальное количество времени. И То есть, внимание. да, я, например, очень люблю футбол. И я по субботам собираюсь, мы с пацанами играем. Но очевидно, что жизнь футболиста предполагает там ежедневные утренние пробежки, 2 тренировки и так дальше. Я далек от этого. И также блогинг. И человек, который 2 дня в неделю занимается блогингом, это как бы блогер. И человек, как Арман, который 10 часов в день занимается блогингом, это тоже блогер. Но вот я бы как бы внес немного реалистичности и Да. поставил бы какую-то минимальную планку, что все-таки блогер — это определенная работа, и нужно первым делом себе ответить на вопрос, сколько я готов вообще этим заниматься, на это тратить время, какие у меня есть на это дни. Принимаю ли я вообще решение вести блог? Да. Потому что вот эта позиция «хочу вести блог», там типа я буду проявляться, там все, я, если честно, в это не верю. То есть это вот как с тренировками. Я вот, допустим, в июне того года записался на бокс. Ну, просто решил попробовать. И первые 2 месяца мне вообще не вкатывало, просто вот не нравилось. Но я подумал, что, блин, я хочу все-таки освоить этот спорт. Начал ходить, сейчас уже 10-й месяц вот подошел вот к этому моменту, и я уже там есть у меня определенные сдвиги, прогресс. И я понимаю, что это просто вопрос того, что я 3 раза в неделю Да. стабильно каждый раз час-полтора занимаюсь боксом. Да. И я замечаю, что с каждым разом мои удары точнее, я уже руки держу как надо, уже, если что, могу, в принципе, в пробках вот так окно открыть, даже, знаешь, Да, вот до да. такого Ну всё, доходит. долг тогда за вчерашний ужин в кофемании Ладно, можешь да. не возвращать. Хорошо. Друзья, мы с командой создали специально Vision AI помощник по созданию контента. Это, знаете, такое наш продукт, которым мы очень сильно гордимся. Он состоит из 3 частей. Первое — это искусственный интеллект. Вот вы сейчас зайдете, если по ссылке вот здесь вот, и он вам задаст вопросы, вы на них ответите и получите стратегию на месяц там, или 3 месяца, как вести вам блог. И это бесплатно. А потом вы, возможно, если захотите, вы купите продукт. Но он реально очень крутой, полезный, потому что там, после того, как вы получите стратегию, он будет вам это разбивать на недели, на дни и каждый день напоминать, что делать. А это же супер ценно. Это как раз-таки то, про что говорил Миша. Далее, в этом продукте есть 2-я часть, это канал, где будет выходить очень полезная, крутая информация от меня, от таких вот экспертов, как Миша. 3-й пункт — это сообщество. Мы будем встречаться по разным городам, общаться с единомышленниками. И это все очень доступные тут цены, там 2 тарифа, ну вы, короче, все узнаете. Ссылка в био. Просто, ребят, это реально классный продукт. То, что ты говоришь, я еще увидел у блогера Артем Ньюкей. Он говорит, я своим ребятам, которые хотят начать вести блог, говорю, вы согласны на то, что это станет вашим лайфстайлом? То есть, типа, если вы, короче, вписываетесь в историю, и вот вы хотите с нуля там дойти до 100 тысяч, и это должно там приносить вам стабильно деньги, это ваш образ жизни. Ну, типа, это как спорт. Ты, ну, типа, не можешь быть здоровым, там, вообще не занимаясь спортом, не принимая какие-то там БАДы дополнительно и так далее. То есть там прям комплекс определенных действий. Поэтому, смотрите, типа, вот первый шаг, который, я думаю, вот ты с чего начал, я тоже полностью согласен, надо принять решение. Либо не идти туда. Да. И это тоже, кстати, нормально. Я знаю много людей, которые, типа, я считаю, что им вести блог не нужно. Да. Давай вот тоже опишем. Вообще, ты согласен с этой позицией? Или типа сейчас все должны вести блог? Ну, если в вашем бизнесе это имеет смысл, и вам нужно вести блог,
В принципе, я не против того, чтобы, ну, хоть как-то вести по сравнению с тем, чтобы вообще не вести. Ну, то есть, допустим, не знаю, во многих там кафешках, да, это там не супер будет точка роста, но в принципе не помешает. Можно с таким подходом. Да. Но мы говорим о том, чтобы большие результаты делать, ну, условно, там, десятки миллионов, то это, конечно, не для всех. Потому что люди, когда говорится, что ты работаешь блогером, они представляют совсем не то, чем это на самом деле является. Они не представляют, что ты с утра просыпаешься, быстро докидываешь контент-план, когда идей мало, звонишь кому-то, говоришь, ни хрена идей нет, давай что-нибудь другое передумываешь, потом 5 часов снимаешься. У меня реально в дне много, ну вообще в моей жизни много таких историй, когда я там в 11:30 ночи заканчиваю там что-то снимать или заканчиваю что-то выкладывать, прихожу домой, когда жена уже спит, и я знаю, что завтра утром она будет на меня обижаться и высказывать мне, что я там много работал. Ну, в общем, да, я считаю, что не всем нужно вести. Давай, кому? Ну, тому, кто примет для себя решение, что это для него. То есть, и в моей картине мира планы, позитивная оценка вести блог от реальной работы отличается тем, внесено ли у тебя что-то в календарь. Да, да. То есть просто такие люди, которые как бы якобы развивают блог. Вот вчера мы с Арманом выступали на Инстадиуме, там было 4 или 5 тысяч человек в зале, и, ну, там, 90% как бы развивают блог. Да. При этом, когда я попросил поднять руки, кто не снимал сторис последнюю неделю, там большинство не снимали сторис. Ну, в общем, короче, первое, принять решение, что все, я блогер, это моя работа, и дальше честно ответить, какой у меня есть на этот ресурс. То есть, допустим, у меня есть там каждый понедельник полностью я на это посвящаю, допустим, съемки с утра до вечера. В остальные дни я там, например, могу с 9 до 12. В общем, когда это прорастает в ваш календарь, это становится работой. Конкретика Да. такой. Второй пункт, который еще тоже до составления контент-планов, до идей, до всего, это пункт прояснения, зачем мне это нужно и какие вообще Цели. есть, да, цели и понимания. Супер, Потому согласен. что многие люди ведут блог просто потому, что сейчас как бы стыдно не вести блог. Типа это тренд. Да, то есть ты такой, ты кринжовый, если ты не ведешь блог, тебя в любой кофейне парни с макбуками спросят, где твой инстаграм, какие рилсы у тебя залетели и так дальше. Ну и как будто бы это нужно. Да. Но опять же, да, это не всем нужно. И просто идея, что я хочу вести блог, слабо. Идея, что я хочу там к 1 сентября сделать первую 1000 подписчиков, уже получить первые деньги, она гораздо более твердая. Да. Вот, поэтому я бы ответил, зачем вам блог. И дальше, у блогов есть разные цели. То есть есть, допустим, цель получать клиентов к себе на услуги. То есть, допустим, если вы маркетолог, можно вести блог так. Да. Это будет отличаться от того, как я веду блог, отличаться от того, как Арман ведет блог. То есть вы берете целевую аудиторию клиентов своих и для них пилите контент. Вы не будете блогером-миллионником, у вас не будет, возможно, даже 1000 человек смотреть сторис, вас будет смотреть там 200 человек, но это будет вам давать 3-4 клиента, допустим, в месяц на ваши услуги. И когда-то, когда я был маркетологом, я начинал блог именно так. Для меня это был инструмент получить пару клиентов по 100 тысяч рублей, не знаю, по 300 тысяч тенге, по 200 тысяч, сколько стоят ваши услуги в месяц, и это уже было для меня очень хорошо. То есть определиться с целью я бы поставил второй шаг. Вот прямо сейчас сядьте и напишите, окей, блог это хорошо, но вот к какому времени и что я хочу от него получить. И вот тут я то, что часто слышу, да, это там 1 миллион подписчиков. Вот первая идея, которая приходит в голову людям, я почему-то часто замечаю просто такую закономерность. 1 миллион подписчиков. Какая-то фикс-идея, что нужно сделать какой-то экстра результат, и вот тогда стоит там вести блог. Тут на самом деле не совсем так. Но что я рекомендую вообще ребятам, которые только начинают? Типа, поставьте какую-то цель, которая будет для вас сейчас реально, то есть вы не разорветесь, не сделаете там, это для вас не какой-то сальто, да, скажем так. При этом ваш мозг не сможет игнорировать того факта, что эти деньги вот пришли с блога, и это было как бы выгодное действие. То есть, по сути, вопрос такого, скажем, опыта. Нужно создать какой-то опыт. И вот тут, поставьте реально сейчас для себя какую-то цель ближайшую. Типа, не знаю, вот вы никогда не продавали свои услуги ни разу через блог.
сделайте хотя бы одну продажу. Это будет реально таким позитивным сдвигом, и вы такие не сможете это обесценить. Да. Придет точное понимание, что, блин, это было выгодно. Потому что, по сути, лень — это же отсутствие смысла. Да. И когда люди говорят, да, мне лень вести блог, или я не понимаю, я просто осознаю, что у них нету цели четкой. Да. И причем такой реальный, по градиенту, типа ты вот не вот эта цель, которая стоит вон там, и ты не можешь до нее дотянуться, а цель, которая стоит вот здесь. И ты ее берешь, и раз такой, о, прикольно, получилось, победа. Потом ставишь дальше вторую цель, она чуть подальше, окей, взял. Потом третья цель тоже взял. Ну, то есть, Да. короче, я думаю, что зафиксируйте сейчас для себя, вот прям остановите этот подкаст и запишите, вот сколько я смогу минимально там заработать с своего блога в ближайшее время. Я считаю, что главный критерий все-таки это деньги, на мой счет. Потому что, как бы, тогда мозг реально точно зафиксирует, что это было супер выгодно, и у тебя точно появится мотивация искать идеи, снимать и так далее. Вот. Третьим шагом я бы поставил работу со страхами. Тоже такая неочевидная штука. Да, Извините, что мы не переходим сразу быстро к инструментам. Я на самом деле больше всегда в жизни про инструменты и очень часто обсуждаю конкретно там схемы, сторис, контент-планы. Вот прям я это обожаю. Я думаю, в этом подкасте мы к этому дойдем. Но вот в моем опыте из людей, которые как бы пытаются начать вести блог, что-то продавать, и в итоге этого не делают, вот первая, самая основная причина, то, что они этим не занимаются, они не относятся к этому как к работе, мы Да. подошли. Второе, то, что они как бы подходят, но делают это просто потому, что надо, без конкретной цели, без конкретного плана. Это Да, вот второй да. пункт. И третий пункт. Люди Внутренние обладают, затыки. да, люди могут обладать контент-планами, стратегией. То есть, допустим, там она кондитер, она посмотрела на 3 блогеров-кондитеров, понятен формат, понятно, что снимать. Но вот как-то дальше какая-то происходит чертовщина, что, ну там, сняла 5 рилсов, а выложила 3. А они там не пошли, а ты больше не снимал. Или вот как-то одну съемку провели, а вторая вот как-то не назначилась почему-то, не знаю. Появились срочно Да, важные да, дела. да. Или там, ну там, а какие-то рилсы там сняты и даже не выложены. То есть, короче, Да. происходит какая-то нелогическая, ну, слово Ну, чертовщина Что-то подходит, там да, то есть происходит, действительно, вот как в будто сопротивление от мира, Да. то есть как-то оно не идет. Да. И я долго жил в такой истории. Я с 17 года уже был в мире онлайна, занимался маркетингом, продавал как-то услуги и хотел развивать блог, но нормально развивать блог я стану там, ну, только через 2 года. И 2 года я как-то пытался, но что-то не шло. И для меня был очень поворотным день, когда я сел и расписал, чего же я боюсь по блогу, О, почему для прикольно. моего мозга мне выгодно не развивать блог. О, круто. Вот. И у меня нашлось очень много необычных страхов. Супер. Например, первый страх у меня был то, что я недостаточно хорош в плане вот как человек, что я тогда весил больше, я весил 100 килограмм тогда. Это тот период, когда Да, ты да, очень да, сексуально разговаривал. Да, это сейчас отдельно. Короче, я весил 100 килограмм, и я думал, я вот похудею до 80, И тогда буду тогда иметь начну. право вести блог. Но на самом деле не худел вообще никак. И вот когда я разрешил себе быть таким, потом за следующие 3-4 года я смог там эту 20-ку скинуть. Но если бы я ждал, это я бы не дождался, высоковероятно. Второе, у меня был высокий голос. Ну вот почему-то, я не знаю, вот в 17 лет как-то он у меня ломался, у всех парней там в какой-то свой возраст. Не то чтобы сейчас он у меня супер низкий, но хотя бы базово я им доволен. Мгм. Тогда я очень комплексовал из-за этого. А у тебя И- голос сломался, да, типа? Да. Ну, я разговаривал вот так. Ага. Вот. А, поэтому ты так И компенсировал. я компенсировал тем, что, выходя в сторис, я разговаривал всегда. Вот. Мне супер стыдно смотреть все сторис с того момента. Мне стыдно смотреть Да, на эти просто. сторис. Я прям чувствую, как ты там стараешься. Да. Вот разговаривать. именно вот так вот. Вот. И, короче, там был целый список. Дальше, что у меня квартира была некрасивая. Что дальше у меня был очень большой страх, что меня трушные маркетологи осудят. То есть, как бы, когда ты нормальный маркетолог... Ты не ведешь Да. блог. И Ты это либо всё как бы несерьёзно. инфо-цыган, либо ты нормальный Да, пацан. да, И я да, себя
относился всегда к нормальным пацанам, они меня относили обратно. Ну, короче, и мне казалось, что есть какой-то вот, ну, как бы... Человек, который решит, что как бы вот тебе уже пора, тебе не пора. Типа произойдет какой-то суд, типа, допустим, заседание в Нью-Йорке где-то, в офисе Мета, там... Но я вот представлял конкретно Антона Петроченкова, знаешь, такого, это владелец агентства Convert Monster. Вот для меня, ну, в тот момент он был таким главным авторитетом, что я вот, не знаю, что я буду вести какие-то сторис. Типа, Миша, можно, и, типа, да? знаешь, я боялся, что я сниму что-то про маркетинг, и он увидит этот пост и такой... Ты? Реально? Ты что-то мне рассказываешь? Слушай, мне кажется, у каждого в голове есть какой-то... Как его зовут? Ну вот Антон Петроченко. Антон Петроченко? Да. Который, короче, говорит, ты... Да. Тебе нельзя вообще говорить, ты кто такой? У меня тоже есть такое, до сих пор есть, чтобы ты понимал. Дальше у меня очень большой был страх, есть ли мне вообще место на рынке, что, допустим, даже если я прокачаюсь, даже если я стану в 3 раза круче, вот я начинал активно блог 2019 год. В тот момент уже у Портнягина на Ютубе 500 видео. В одном видео он едет в компанию Coca-Cola, общается с топ-менеджером, параллельно строит дом маме. В следующем он ездит на Ламборгини по горам Швейцарии и разбирает, там, как кто-то выстроил банк какой-то. Там в третьем он общается там типа с 3 самыми медийными миллионерами. Миллиардеры. Да, и я смотрю, то есть там каждый выпуск, а их 500 штук. Это типа да, то есть я даже шедевр. Примерно не смогу приблизиться, ну, в моем тогда понимании. Вообще разрыв просто. Да, ну, то есть, нереально. Это, знаешь, как Мистер Бист, ну, то есть, типа, каждый его ролик, это сильно больше, чем все, что ты вообще можешь за жизнь сделать, за карьеру блогера. Да. Вот, я такой, окей, ладно, Портнягин, ну, может, какие-то другие варианты, может, там, типа, уйти в... что, ну там в жизненность. Есть Митрошина, которая делает к тому моменту 50 сториз в день, у нее уже 2 миллиона подписчиков. Ну типа, она так рассказывает про жизнь, что ты просто хочешь быть ею. Я такой, ладно, какие еще варианты? Там Оскар Хартман, он тоже к тому моменту, у него уже 300 видео на Ютубе, он вообще миллиардер. У него 12 миллиардных компаний, в которые он вложил. Да. Я такой, блин, что? Он типа еще КМС в спорте какой-то, он просто везде достиг максимума в жизни. Да, есть к тому моменту еще бизнес-молодость, у которых 400 тысяч клиентов в базе, огромный отдел контента, они каждый день выкладывают 3 ролика на YouTube, и это монтируется, и при этом, ну, типа, у них там куча техник. Ну вот, и ты сидишь в этом всем и думаешь, а есть ли в этом мире мне место? Ну, то есть, вот я, например, к тому моменту, Миша маркетолог, который в 17 лет переехал в Москву, и что-то вроде неплохо сделал, там, ну, 100-200 тысяч рублей, ну, это там, 1-2 тысячи долларов начал зарабатывать, и это круто для 17 лет. Я там из хостела вот выбрался, я хочу этим делиться, я такой, типа, охренеть как можно. Но при этом у нас настолько большой разрыв, что я понимаю, что, ну, я не стану ни 2-м Оскаром Хартманом, ни 2-й бизнес-молодостью, ни 3-й Митрошиной, там, ни Портнягиным, что это просто огромная дистанция между нами. И мне тогда очень спасла мысль, что я не обязан быть кем-то из них, и что того, что я уникальный в чем-то, этого уже достаточно, чтобы я мог это показывать. И что для многих людей моя личная история будет более релевантная, чем, допустим, Оскар Хартман. То есть конкретно, например, на меня были подписаны пацаны с моей школы, с Днепродзержинска, которые следили, как он там уехал в Москву. Для которых ты просто сделал прорыв. Ну, да, не то чтобы они тогда смотрели не с точки зрения, что они, наверное, мне завидовали, им просто было интересно, чем это кончится. Да. То есть они такие смотрели... Именно кончится. Да, то есть они такие... Как ты вернешься, короче. Ну, они такие, что у него получится? Типа в Москве. И еще были ребята из моего универа, высшая школа экономики, я учился в Москве, отучился ровно 2 месяца. Давай так базово, сколько у тебя было на тот момент? Чтобы просто у людей было понимание. Я не знаю, меня смотрел 300 человек, может, 400. Ну вот, просто это тоже, да, мне кажется, одна из тоже мыслей, что у тебя не возникает идея, что человек, который там огромная у кого аудитория, он когда-то тоже начинал. Тоже один из пунктов таких немаловажных. Думал, есть ли место мне. И вот я такой, ну окей, вот они меня смотрят. Да. Меня смотрят мои одногруппники с высшей школы экономики. И что я буду для них стараться, я ушел, типа, из универа, они тоже смотрят, как я быстро сбомжуюсь. Вот знаешь, такие, типа, ну давай, а ну, что же. Вот, и я такой, окей, это моя аудитория, и для них то, что я
продал сайт и рекламу за $1000, это интересней, чем то, что Оскар Хартман продал компанию за $1 миллиард. То есть, и там они это смотрят, типа, как вау, круто, они могут... На гору, как просто. Да, они могут это обсуждать на семинарах, Да. а потом на переменках такие, так Да. что ты там, кому ты там что продал, как это сделать? И я подумал, ну окей, хорошо, я не буду никем из них, я просто буду собой, Мишей, Тимочкой, я буду свою историю нести, пусть она будет в 10 раз хуже и менее масштабная, там, ну своя, и для каких-то людей она будет целевая, каким-то Класс. людям она подойдет. Я нащупал тогда свой сегмент, я его определил так. Школьники выпускных классов, студенты начальных курсов, ну, то есть я плюс-минус 2 года, которым потенциально интересно то, чем я занимаюсь, они хотят тоже в онлайне хотя бы какую-то подработку найти на $1000-2000, и у меня реально много скиллов, знаний, курсов много проходил в тот момент. Я такой, как минимум, просто в блоге буду этим делиться, и как минимум просто парень такой, как я, но который там на год отстал или на 2 года отстал от меня, просто чтобы он в этом блоге нашел что-то полезное. Кстати, Супер. интересный лайфхак — вести блог как для себя там несколько лет назад. Вот. Думайте, типа, вспоминайте, Чё бы я хотел, что мне было интересно, Прикольно. Запишите для что себя, необходимо. чтобы мне хотелось бы увидеть, Да. ну, типа, 2-3 года назад, да, типа? Ну вот, да. И, короче, и для меня оказалось, что большой преградой была как раз совокупность всех вот этих страхов. Но пока они не проговорены, Когда они... ты их из вот этих вот мыслей не вытащишь на бумагу, Да. не увидишь их, не осознаешь их, они будут мешать. И вот даже сейчас, когда вы слушаете, я уверен, происходит такой терапевтический эффект, потому что я даже, вот, допустим, слушая тебя, у меня что-то вот здесь расслабляется везде где-то по чуть-чуть, потому что я понимаю, что, ну, типа, это реально так. И причем вот эта вот идея, особенно мне вот что откликнулось, да, то, что ты говоришь, там есть какой-то Петроченко, чувак, супер крутой эксперт экспертов, который шарит, и ты не имеешь права транслировать свои мысли, свой опыт, свою экспертность в какой-то сфере, потому что есть какой-то вообще космический космолет, который может сказать, что это все фигня. И вот я, по сути, всю жизнь у меня в голове вот контент иногда происходит ради 1-2 просмотров. Да. Я типа игнорю вот эти там сотни тысяч, я вот смотрю, а он посмотрел, а вот как этот человек оценил, а вот он подумал, я вот конченый инфо-цыганин, или он подумал, неплохо. Да, да. И вот это у всех есть, то есть и вот эти моменты Причем прикольно. он не является вообще Давай- целевой аудиторией. Давай, смотри, супер, давай выведем сейчас такие 3-4 ключевых таких, часто повторяющихся таких глюка в голове, которые могут мешать, и давай на них дадим какое-то решение или практику. Я предлагаю первую вот вывести, это стеснение. Ну, то есть, вот знаешь, скажем так, типа, отсутствие комфорта при съемке себя. То есть, типа, я разговариваю, вдруг включается камера, и что-то происходит, я начинаю становиться деревянным, неестественным, мой голос резко понижается, и я начинаю быть не собой, а потому что я не являюсь собой, мне сложно вести блог, и поэтому я его не веду. Правильно же? Вот такие же Да, последствия да, у да, этого. да. То есть я не равно мой блог происходит. То есть из-за комплексов, которые есть у всех, мы начинаем компенсировать это как-то, в чем-то. Да. Вот, я типа долгое время со школы считал себя тупым. Вот, собственно, почему я ушел в инсайты, в подкасты, потому что здесь умные разговоры. И это все сплошной комплекс, который я пытаюсь компенсировать до сих пор. Поэтому это абсолютная норма. То есть вот эти вещи, то есть Да. надо, главное, их осознавать. Да. И вот, типа, что бы ты сделал, если бы чувствовал комплексы стеснения, которые у тебя были? Да. Что бы ты себе тогда посоветовал? Какую практику бы ты использовал, чтобы уменьшить вот это напряжение внутреннее? Ну, короче, мне повезло, и я как-то случайно сделал то, что как раз нужно было сделать. Вот самое первое — это просто эти страхи как бы выписать, потому что они Супер. действуют скрытно. Да, и но действуют. Да, они действуют скрытно, и то есть ты, например, можешь даже сейчас не знать, что ты, например, боишься осуждения там 2 конкретных людей, или что не считаешь себя достойным, или что, допустим, тебе не нравятся уши свои, которые там мне не нравятся. Сейчас скажу. Я узнал, что у нас с Мишей будет идеальным. У нас просто, знаете, вот мы чей-то курс, мне кажется, вот только что слили в этом подкасте. Сейчас я Да. доформирую эту мысль. Нет, я- Короче, вот. И ты не будешь думать об этом.
это будет проявляться просто так, что съемка не назначилась. Да. Что как-то ты не выложил. Что-то в работе произошло Да, резко, что-то срочно как-то важно. времени не хватило. Да. То есть... Что-то и рилс не залетел. Да, и это будет просто как магия происходить в жизни. Да, То да, есть, да. но когда ты выписываешь, это становятся уже конкретные враги, с которыми хотя бы можно как-то Супер, бороться. супер. Это как поставить камеру и увидеть людей, кто у тебя там ворует в здании, да, условно, да. что-то. Можно я тут добавлю? Давай. Короче, как это работает? Есть определение проблемы. Что такое проблема? Это намерение против контрнамерения. Ну, то есть, любая твоя проблема в жизни, если ты проанализируешь, она реально состоит из двух частей. Намерение, контрнамерение. Как избавиться от проблемы? Нужно убрать контрнамерение. И вот то, что ты говоришь, выписать, запишите прямо так мысль. Почему я не веду блог? Это же ваши контрнамерения. И прикиньте, мы в жизни останавливаемся только из-за контрнамерений. Никаких внешних факторов нету объективных, которые нам могут в чем-то, мешать. Ну, кроме каких-то законодательных, там, еще каких-то моментов, там, базово-этических вещей, типа, не обманывать, там, и так далее. Я имею в виду, что вести блог и то, что ты его не ведешь, это не проблема внешнего мира, каких-то людей, специалистов, каких-то экспертов. Это только вопрос твоего внутреннего мира, то есть твоего контрнамерения. Если ты его осознаешь, то он начнет как бы уже трансформироваться. И вот здесь какой момент? Когда ты их выписываешь, это одно, но ты же сам внутри уже убежден, что это правда, грубо говоря, что твои контрнамерения, типа, потому что я недостаточно экспертен. Ты же внутри себя же не можешь как бы разрешить этот вопрос вот так. Да. Конечно, нужно там к психологу ходить, возможно, да, но что бы я сделал на месте ребят, кто увидит свои вот эти контрнамерения? Я бы, напротив, поставил бы галочку и подумал бы, как бы я это компенсировал бы. Вот у меня всегда так действует. Ну, типа, это моя как бы связка, я ей делюсь, да? Я бы написал, я недостаточно экспертен. Черточка. Да. Как я могу это реально компенсировать, чтобы не переживать за счет этого? Общаться с суперэкспертами в этой сфере, пройти обучение в этой сфере, снимать какие-то лайфхаки, их внедряя и показывая реальные результаты в своем блоге. Тогда я реально стану экспертом и буду еще это транслировать. О, супер. И вообще, честно скажу в блоге, что я считаю себя недостаточно экспертным. И проговорю вообще свой страх и переживания для своей аудитории. Я уверен, что кому-то это откликнется. Вот. И то есть, вот так бы я потом переворачивал бы свои комплексы, свои вот эти контрнамерения в суперсилу, Да. скажем так. Да. Ну, вот я думаю, так надо решить. Да, у меня было похожим образом. Вот я выписал, когда их все в список, у меня там получилось 8-9 страхов разных. Можно сейчас сразу? Вот давай так, в моменте. Чтобы люди понимали, что несмотря на 1 миллион подписчиков, несмотря на 1,5 миллиона, без разницы, тараканы в голове, они как бы остаются. Давай откровенно озвучь сейчас контрнамерения, которые тебе на данный момент мешают там сделать вот не 1 миллион, а вот 10 миллионов. Я не знаю. Ну или какая там цель у тебя? Прям сейчас? Вот да, прям сейчас. Вот сколько ты хотел бы в идеале? О, давай сейчас. Ну, тут такая еще будет тема. Мои контрнамерения, Да. да? Что мешает тебе? Очевидно, сейчас жирное контрнамерение — это страх быть слишком выпуклым в нашем российском рынке, подтвержденный тем, что... Очень сильно подтвержденный. Да, тем, что если ты, слишком сильно проявился, к тебе будет дополнительное внимание, которое не факт, что ты сможешь вывести и вообще обладаешь достаточным количеством правового понимания, там, юридических моментов и так дальше. Вот, наверное... Несмотря на то, что ты все делаешь правильно, этично и по закону? Я думаю, что закон — это отдельная категория, а еще есть, скажем, более мягкие категории. То есть, допустим, не знаю, если ты громко говоришь о том, что развивайте блоги, зарабатывайте деньги. Да. То есть часть аудитории, допустим, интересуется этим, да, как люди, которые смотрят наш подкаст. Часть триггерится. Да, часть от этого скорее в минус уйдет, да, и будут на тебя жаловаться. То есть и тут как бы очень сложный вопрос, ты в итоге прав в этом или... Вот. Я думаю, что текущие свои страхи я еще в процессе такого определения, потому что, в принципе, сейчас у нас конкретно на рынке такая ситуация, что многие живут в состоянии,
пока главное, чтобы ничего не сломать. Да. Вот сейчас там смотрим полгодика, просто понимаем, как происходит. теперь это все устроено, Да. как расти. Но вот и если говорить про начало блога, Да. то у меня там страхи были следующие. Типа, Подожди, вот давай, нет. Ты хочешь щас убегаешь. прям? Да, давай, я хочу на конкретном твоем примере, Мои потому что, что допустим, у у меня меня щас- тоже есть такое. У нас, допустим, в Казахстане тоже сейчас эстафета тоже передалась успешно, начались массовые проверки, определенный тоже негатив, давление, и там мы тоже попадаем под проверки, ну, там, в лицо, да, прям говорят, что, типа, ваша сфера, она такая достаточно триггерящая, да? Да. Люди жалуются даже, оказывается, там, в налоговую пишут заявления на других блогеров, типа, он слишком там купил себе слишком машину хорошую, типа, проверьте его. Ну, то есть это прям такая токсичная история, да? Ну, понятно, что сами блогеры это создали тоже, да? Вот давай теперь поймем, как это контрнамерение... Так вот мы перешли в сеанс Да. психотерапии. Ну При- давай. ну, погнали. интересно же, Давай, реально. давай. Ну, то есть да, это мы же интересно. подкаст записываем не на Согласен. дураков, грубо говоря, Да, а вот да. на здравомыслящих людей. И мы тут тоже сидим, разгоняем свои интересы. Вот как мы можем отсюда вот это вот контрнамерение, которое реально очень сильно ограничивает. Это же давление, подавление Да. такое. То есть ты уже уменьшаешь сам себя, чтобы, ну, не быть большим. Но вот есть же мистер Бист. Смотришь на него и видишь, у чувака нету этой идеи в голове. Видно же по Да, нему? да. Ну, у него нет идеи, что что-то с ним будет. И он, Prime, погнали, 10 миллионов долларов на там площадь, там, давайте сделаем там прикольную движуху. Теслу, да, 50 штук вам разыграю. Ну, вот у чувака нету этой идеи. Вот теперь, что нам нужно сделать, чтобы мы двигались так же? Во всем мире, были известными, допустим. Как это трансформировать? Я думаю, это должно, ну, в моей голове трансформироваться через то, что будет четкая система без каких-то маленьких компромиссов и подвижек. Так. Вот знаешь, такая, она должна быть прям абсолютно белая система. Знаешь, ну вообще, Во всем. я думаю, любой человек, кто делает бизнес, Да. он поймет эту историю, что всегда во всем есть какой-то компромисс, скажем, ползунок, Да. где есть четко красная зона, когда ты раздробил там на 10 ИП, есть четко зеленая зона. И знаешь, и всегда есть там вопрос, а у нас там в оферте, допустим, там возврат, просто указано, что он там после нескольких модулей, или там с каким-то уточнением. И, допустим, где-то выгодно там не писать уточнение, и человек идет как бы на такой компромисс. И, в принципе, любой человек, кто не из корпорации, у которой бесконечное количество ресурсов, а из, ну, скажем, Реальной из жизни. реальной жизни, то весь этот путь, У него он разные ползунки. расставляет эти ползунки. То есть Да. где-то, не знаю, там, задержать на 10 дней там зарплату сотруднику, потому что клиент не заплатил. Да, Ну, да, и как да, бы да. не совсем правильно, но ты там это сделал. Знаешь, там иногда в прогреве, допустим, вместо того, чтобы сказать, как, не знаю, как робот, четко и по фактам, что там, значит, 57% учеников отмечают, что Позитивные изменения в сторис, ты пишешь, типа, ты показываешь чувака, который такой, стал с типа, нуля. йоу, у меня стоит там 10 тысяч охватов после Миши, я купил тачку, спасибо. Да. Ну, ты выбираешь, что показать, Да. такой, вот это очевидно показать. Да. И, ну, как бы, это не преступление, это даже не красная зона, ну, типа, это нормально, ты показал с выгодной стороны, там, реальный факт, не преувеличивая. Но там совсем, если ты прям в зеленой зоне держишься, то ты должен даже там такого сторониться. Ты должен, например, в обещании продукта не говорить, что там, типа, можно делать миллионные запуски. Слушай, я 100% тут думаю, как, ну, короче, итого. То есть вот этот ползунок везде полностью на зеленую часть передвинуть. Да. И это, по сути, является, мне кажется, естественным этапом развития, потому что смотри на большие компании, организации, да, типа там Coca-Cola и так далее, почему у них столько правил, почему столько у них там юристов, все прям вот выращено по законам, по действиям, то есть там нет шаг лево, шаг право. Потому что, мне кажется, они как раз-таки, когда на масштабах все это развивали, они наверняка тоже сидели так же и думали, блин, что делать? Да. И мне кажется, это естественное, то есть, знаешь, такое, тоже налог на масштаб. Да. То есть ты, конечно, везде, на каждом этапе переходишь в эту зеленую зону. Ну, или вот еще один пример. У меня были деньги, заработанные с запуска. И я подумал, блин, круто купить себе Феррари в 22 года.
Я думаю, вот это будет инфоповод. Ну, реально, все мои знакомые захотят пойти ко мне на курс, просто узнать, как это. да. И я покупаю себе Феррари в 22 года на день рождения, там распаковываю ее. Я такой, я купил Феррари F8 за там, 380 тысяч долларов. Ну, типа, и все такие, охренеть. И следующий год я с этой Феррари хожу, вот прям, знаешь, типа, что дают запуски? Феррари. Да. Ты точно хороший эксперт? Феррари. Да. Что такое формула запуска? Да. Пожалуйста. При том, что я на ней... У меня прав тогда не было. Я ездил на ней там раз 6. Ну, ладно, короче, это не суть. Суть в том, что, вот видишь, был вот такой вот ход, компромисс. Да. Я понимал, что я этим многих триггерю. Я понимал, что, наверное, для человека, который, ну, скажем, не погружен в этот весь лор, контекст инфобизнеса, для него это, ну, вообще бесящий какой-то факт, типа какой-то пи***юк малолетний, значит, что-то там наговорил в телефоне и, ну, типа, купил Феррари. Я понимал, что это, ну, наверное, там не до конца этично. И вот, и много вот таких моментов, ну, так вот, признаться. И вот, допустим, тогда я это сделал, но это был хороший ход. Я хайпанул, мне это дало денег, но вот я, который делает там в 10 раз больше, он вот на такие ходы не идет. Вот, да, и смотри, я вот это анализировал, я понял, что предметы роскоши, которые вот прям сильно блогерами продвигаются, в итоге создают такой депозит негатива, накапливают постепенный, который копится, и при его осечке какой-то, даже небольшой, они выходят наружу. И вот это накопленный негатив и злость от аудитории, которая живет, ну, в совершенно другой реальности, она, короче, прилетает момент. Да. И поэтому здесь вот я бы добавил вторым пунктом грамотную пиар-стратегию. То есть пиар — это то, как люди думают, кем ты являешься. Я созванивался с одним пиарщиком, который помогает одному миллиардеру в Казахстане. Я с ним общался и говорил, советовался, типа, а как, ну, мне двигаться, да, скажем так. И он такую прикольную вещь сказал, он говорит, смотри, что такое пиар в итоге для бизнесмена, который сильно растет, да? Это в итоге конечный результат. Люди должны понять, ну, первая мысль, которая им... Короче, смотри, если будет вопрос, Миша лучше, чтобы был на свободе или был в тюрьме, чтобы первая реакция людей была, чтобы он был снаружи. От него больше социального вклада снаружи, чем внутри там где-то. Поэтому очень важен социальный какой-то благотворительный вклад. Да. Вот я понял, почему очень много миллиардеров, богатых компаний и так далее содержат свои благотворительные фонды, организации, социальные какие-то истории. Не потому, что все они супер добродетели, оказывается. Потому что это, оказывается, просто реально вот такая ситуация. Когда кто-то сильно богатеет, какая-то компания, какой-то человек, это не нравится большинству людей. Это просто человеческая надприрода. Это не зависит от страны, не зависит ни от каких-то еще... Это просто человеческая природа. Не любят люди, когда другие богатеют. Поэтому нужен какой-то социальный вклад. Но как минимум, первый этап надо убрать все триггерящие вещи, которые могут реально вызывать, ну, вот этот негатив. Да. С другой стороны, я знаю людей, которые, ну, в жизни такие, реально. У них вот здесь написано Гуччи, да, условно. Вот здесь вот Луи Виттон написано, да, условно. Вот типа, что им делать, я вот не знаю. Я, допустим, легко могу от этого отказаться. Да. Я по-любому зарабатываю больше среднестатистического человека. Но я стараюсь вообще это минимизировать, там, типа, не рассказывать, сколько я что покупаю, какие у меня там покупки и так далее. Только даже если я это делаю, я стараюсь это делать с намерением вдохновить людей. Допустим, вот недавно я там публично покупал маме обувь в таком, ну, в Луи Виттоне. Я это показывал как есть, через призму того, что моя мама учительница в школе. 34 года она работает в школе. И эта обувь стоит как 2 ее зарплаты. И мне нравилось дарить ей эту эмоцию в моменте. И вот этот вот момент, когда у нее в голове что-то ломается, потому что она не может себе в целом такую вещь позволить. И я снимал и показывал, и говорил ребятам, что типа, блин, нам столько нужно еще сделать родителям хорошего, столько нужно сделать еще подарков, путешествий, показать этот мир. Ребята, нам надо работать. И я помню, что тогда была у меня 100% позитивная реакция. Да. Вспоминая раньше действия, я такой, я подарил родителям дом. Вот и все. Я понимаю, что посыл, который я делал, он был не абсолютно такой, как бы позитивный. Да, нет же действий в вакууме. То есть ты любое действие можешь, добавив к нему предысторию и контекст, и сделать направив как негативным,
так и позитивным. Да, ты То можешь есть- сам направлять, что Да, хорошо. да. Ты сам выбираешь, как подать информацию. Да. Одну и ту же. У меня есть такое понятие, как градусник понта в блоге. И я прям его стараюсь Ну, ты на отслеживать. свадьбе его чуть-чуть сломал градусник, Да, у тебя да. ртуть выбежала там. Всё. Короче, Ты суть, так суть- разбил его и выкинул. суть этой концепции такова. Если градусник находится внизу, это контент, в котором у тебя проблемы. Ты жалуешься, делишься тем, что, не знаю, ну вот, допустим, там из такого реального, из последнего, ну, допустим, у нас дочь Юна просто в какой-то момент, съела какашку. И вся вот, короче, измазалась, и мы такие, господи, как ты, зачем оставил там памперс? Ну, ей там 7 месяцев. И это было жестко. Это прям очень плохо было. Мне психологически, Амалии, мы ее отбывали, потом еще просто час сидели такие, типа, за что? Да? Вот. И когда я это в блоге показываю, ну, это, знаешь, типа, люди такие, вот, Миша. Ну, и это не ведет к продажам. Это не поднимает мою экспертизу. Но люди, это контент, понижающий градус. И он нужен. Дальше. Когда я покупаю, допустим, классную машину, или у меня какой-то успех, я делаю крутой запуск, или я рассказываю, что ко мне какой-то клиент зашел работать, это повышает. Внизу, на пониженных градусах, когда у тебя проблемы, когда Да. какие-то трудности, когда какая-то странная хрень у тебя в жизни происходит, ты жалуешься, тебе поддержка людей просишь, они тебя больше любят, Мгм. больше охваты, больше лайкают. Больше реальность одна у Да, вас с ними. да. Растет поддержка, растет коннект, но плохо к продажам. Когда ты там, у тебя хорошие продажи, прогреваются, покупают, но со временем меньше и меньше и меньше охватов, и ты остаешься таким идеальным экспертом, которого смотрит 100 человек, потому что все остальные не выдержали, что у тебя этот год успехов, ты пластмассовый, у тебя все идеально хорошо. И вот у меня суть такая, Баланс. да, что я всегда смотрю, а где сейчас находится мой термометр. То есть, допустим, если я там вчера показывал проблему какую-то, то сегодня мне надо выйти и показать, что ко мне там хороший эксперт зашел, и просто показать, что мы классно живем. Прикольно. Такой И- газ-тормоз, Да. газ-тормоз. И вот, допустим, ты когда рассказывал про свадьбу, у меня был день, когда я понимал, что он невероятно понтовый. Ну, типа, там у нас свадьба, Ну, вообще с просто... блогерами, я дарю жене дорогую машину, и просто само по себе, это сразу, вот ты прав, это сразу выбивает термометр, и поэтому до этого и после этого у меня было очень осознанное занижение этого термометра, чтобы это нормально воспринялось. И реально, я там до этого я неделю показывал в основном проблемы у себя в блоге, потому что жизнь реального человека, она со всех сторон разная, Да, она да. и негативная, и позитивная, Да. и это в блоге надо транслировать. А возвращаясь к тому, что ты сказал, я собрал себе сейчас концепцию, как мне вот этот страх вывернуть, и то есть каким я должен быть для того, чтобы там смело делать больше там в 5 раз денег. И представляю тебе. Значит, первое. В блоге должны быть убраны все сомнительные концепции. Вот как раз-таки машины дорогие, вот все. То есть ценности должны быть более понятны, более широким массам. И даже если у меня там что-то есть в жизни такое, что, классное, лучше это оставлять иногда при себе, понимая, что если это там вдруг кого-то где-то разозлит. Вот, то есть контент должен быть более добрым, широким. Второе. Продукты должны продаваться более сухо и менее эмоционально. То есть мы говорим, что вот есть такие кейсы, вообще не факт, у тебя может и не получиться, есть и негативные кейсы, вот четкая статистика там позитивных, негативных, вот там все отзывы. Да. То есть делать это прозрачно и без завышения, понизить уровень маркетинга. Перевести его на не то, что понизить уровень маркетинга, а маркетинг сделать настоящим, раскрывающим просто то, что есть. Видишь, любой маркетинг, он может подсвечивать, и вообще должен подсвечивать позитивные стороны. То есть, условно, Нет, когда... да, смотри, я имею в виду, типа, вот, давай такой пример, да? Я могу про свой продукт сказать вначале, да, вот первый пункт там, у нас есть искусственный интеллект. Он тебе прочерчивает индивидуальную стратегию. Это правда. Ничего из этого я не соврал. Но там есть моменты, где он выдает иногда не ту стратегию, которая прям подходит идеально. И там надо нажать на другую кнопку. Типа, я не согласен, переписать. И вот, вот, это нормальный маркетинг. Но если я скажу, что мы тебе пропишем идеальную стратегию, и она произойдет 100%,
Вот это уже вот Да. маркетинг того времени, который вот все, завершился Да, официально. ну и нужно нащупать этот баланс. Вообще, на самом деле, любая реклама, она в чем-то на самом деле несет Долю лжи? долю лжи, да, потому что люди, когда пьют Кока-Колу, они не становятся счастливее, и Санта-Клаус не приезжает, как Да. в рекламном ролике, а еще она сахар поднимает, и вообще Это вообще, она да. вредна. Но видишь, но они вот именно в том моменте, где нужно стоять. То есть, если бы они говорили, что она полезна для здоровья, и вообще пейте ее, все здорово, они бы перешли эту грань, и люди такие, нифига. Да. Но они вот стоят ровно за секунду Они направили до внимание нарушения. людей на то, что есть, и то, что позитивно для них, как бы, вот так скажем. Да. Ну, в Вот. общем, сейчас я, можно доформирую, да, мне да. чисто для себя Да. ценно будет. Короче, более широкие, понятные смыслы в блоге, более, скажем, такой открытый, трушный, где-то более сухой маркетинг в продаже своих продуктов. Третье, очень прозрачная политика возвратов и работы с недовольными. Вот я там с Олей Гагаладзе общался в последнее время, она мне такой совет говорит: Миш, короче, вот лучшее, что я могу тебе посоветовать, это вот у тебя на курсе вот возврат должен происходить, вот знаешь, вот типа человек вот просто сказал, ну типа, я хочу вернуть. И мы такие, все, пожалуйста, подарок сверху, не спрашивать там лишних причин, вот как бы в идеале к этому должно прийти. Следующее, то, что, ну, понятно, там полная чистота юридическая, финансовая, но я за этим и так стараюсь следить. И последнее, это чтобы в обществе от тебя было больше пользы, чем вреда. Да. Это как раз благотворительные проекты, социальные. В такой структуре действительно не к чему докопаться. В такой структуре такой предприниматель действительно для общества пусть лучше существует, чем не существует. И я бы здесь добавил пункт вот до этого всего, это качество продукта. То есть вот маркетинг — это же все равно следствие продукта. Я бы вот его все-таки вот чуть-чуть раньше бы добавил. Потому что, по сути, если у тебя качественный продукт, и ты его предоставляешь на все 100%, и он всегда является обменом с превышением, то вообще в твоей реальности не возникнет проблем. И самое главное, ты будешь процветать. Почему? Потому что ты будешь уверен за него. Допустим, у нас есть марафон спортивный. Аель, да, вот, который Карина продвигает. Мы там настолько заточили продукт, который стоит 1000 рублей, да, по сути, там 5000 тенге, 4990. Его доходит до конца, чтобы ты понимал, за 21 день 59% людей. Нигде нет такой статистики в онлайн-тренировках за 1000 рублей. Мы дрючим, как вот мы звоним людям, мы автодозвоны делаем, Карина пляшет, мы то есть столько причин, мы приложение сделали. И у нас 0 негатива в этом плане. У нас негатив только касается там, у меня приложение заглючило, то сделало, и то мы на них как смотрим, на этих клиентов. Это лучшие для нас сотрудники компании, которые нам дают обратную связь. И мы их искренне любим за то, что они еще помогают, да, эмоционально, да, иногда с матом, иногда с негативом, но зато это ускоряет процесс нашего развития. И когда мы на это начали смотреть вот так вот, да, вообще в целом, потому что у нас раньше тоже был марафон «Топим жир», к которому мы относились немножко по-другому. Там было так, что мы даем, и мы такие, ну, это ваши проблемы, условно. А сейчас клиент, это вот клиентоориентированная компания. Вот я вот такую вещь от таких топовых предпринимателей услышал. Есть две ключевые вещи. Первое, нужно быть клиентоориентированными. Вот у нас есть Каспи в Казахстане. Это супербанк, там миллиардный, там 9 миллиардов долларов, что ли он стоит. Это просто мировой кейс, да? У директора Ламтадзе Михаила, у него полностью вот мышление такое, что типа они клиентоориентированы. Они проводят по 100, ну я не знаю, это я просто слышал, да, это не факт, что прям так, но я слышал, по 100 тысяч каздевов каждый месяц. То есть анализируют аудиторию, ее обратную связь. Просто на основе этого делают. Все, клиентоориентированным надо быть и сотрудникоориентированным. Все, ты будешь процветать. То есть вот просто хотел добавить, что важно именно создавать качественный продукт. Да. Все. Так, я предлагаю немножко, вот мы так разобрали, мне кажется, вот наш контрнамерение не расширяться из-за того, что могут быть какие-то последствия. Я думаю, что люди точно наглядно поняли, как это надо анализировать и выводить оттуда решения. Вы тоже тогда Круто. для себя выпишите контрнамерение и выпишите, что вы можете сделать, как вы можете это компенсировать, убрать, уладить. Это все, окей? И теперь обратно возвращаемся к линии. Спасибо, что ты, кстати, настоял вот эту штуку сделать. Да. Потому что я в моменте думал, ой, Арман, куда ты сейчас ведешь Да. этот подкаст? Не-не. С Во-первых, рельсов это наглядно. съехали. Во-первых, это наглядно. Во-вторых, да, это круто. было супер полезно. Да. Это был, вот, я уже Да. не помню, то ли Это был, третий пункт. Третий пункт Всё. работа со страхом.
5 абонементов в iPlus и 5 абонементов сертификатов в стоматологию от Айбека. Я думаю, это очень жирно. И вот люди, которые, как всегда, просто написали инсайты, как они это будут применять в жизни. Вот они, победители. Друзья, в этом выпуске все будет так же. То есть, как всегда, все просто. Выписывайте поэтому инсайты и пишите, как вы будете это применять в жизни. И получайте от нас щедрые подарки. Продолжаем. Четвертый пункт. Четвертый пункт, я бы расписал концепцию блога. Так. Потому что просто выкладывать рилсы, просто фоткать завтрак, просто вести какие-то 10 сториз в день не дают абсолютно ничего. Мгм. Более того, есть даже такие примеры, где люди делают залетевший рилс на 1 миллион, у них стрельнул он, и они просыпаются на следующий день и понимают, что ничего не изменилось. Клиентов больше не стало, в сторисах смотрят так же, и ничего не произошло. И блог, он растет и дает результаты, если он сделан в какой-то правильной концепции, в какой-то правильной стратегии. То есть у него есть какая-то цель. Да, сейчас объясню, Первое. что это значит. Он должен четко быть описано, на кого вы работаете, то есть какой сегмент, кто люди, которые смотрят этот блог, или кому вообще вы хотите, чтобы этот блог смотрели. Супер. Второе. Что эти люди конкретно будут получать от вашего блога? То есть, допустим, какая-то конкретная информация или... То есть, в чем суть? Зачем им это? То есть, и не потому, что типа, ну, потому что я буду стараться, ну, потому что я молодец, потому что я классный, а вот им зачем? Вот это может звучать так сейчас. Им это для того, чтобы, допустим, каждый день получать конкретные скрипты по продажам, чтобы лучше закрывать своих клиентов. Или быть в курсе всех самых крутых обновлений по искусственному интеллекту и самыми первыми их внедрять. Вот так может звучать ответ, зачем людям смотреть вас. Супер. Я думаю, что не совру, что 90% блогов не растут как раз потому, что у них нет четкого ответа, зачем это людям смотреть. И вот тут давай практика такая. Первый вопрос — это кто я? Вот задайте себе вопрос. Смотрите, не надо сейчас уходить в философствование, драматизировать, там, кто я, зачем я в этой жизни, моя миссия. Нет, просто вот типа все равно в итоге я блогер. Вот все. Миша блогер. Вот, и вот напишите, кто я? Вы там дантист, или вы там бухгалтер, или вы бизнесмен. Не надо вот это. Я проявленная личность, которая вот это без драматизации. Людям все равно, простым людям должно быть все очень понятно. Да. Окей, для кого я? То есть и вспомните своих, скажем так, знаете, клиентов, людей, с кем вам было классно взаимодействовать. Или, если у вас не было взаимодействия вообще с клиентами еще, с кем бы вы хотели взаимодействовать, и опишите этих, скажем так, клиентов на 5, да? Вот типа вот 5-бальная школьная система, помните? Вот кто такой клиент на 5, с ним кайфово, общаешься классно, и типа все супер, да? Вот, у меня, допустим, сейчас подкаст вот с клиентом на 5. Вот мы идем, у нас структурно, понятно, без воды и так далее, да? Вот, наглядно. Окей, вот прямо сейчас остановите этот подкаст и запишите это, потому что это будет супер полезно, и после этого продолжим. Теперь смотрите, вы когда поняли, кто вы, для кого вы, возьмите точку зрения, то есть встаньте на позицию того, для кого вы, и подумайте, а что бы мне интересно было бы поучить от себя, и повыписывайте. Там, вот это, вот это, вот это и вот это. И тогда, мне кажется, пойдет. И тут давайте сразу практически закрепим на наших примерах, обратно-таки, чтобы этот подкаст тоже был, знаешь, максимально полезный для нас. Давай тебя разберем. Вот кто ты? Ну, я со второго вопроса начну и Да, перейду к первому. окей. В общем, кто меня смотрит? Меня в основном смотрят люди от 20 до 30 лет, которые хотят начать как-то зарабатывать в онлайне. Дальше. Я, соответственно, ролевая модель, человек, который с жизни в хостеле прошел путь до того, что сейчас зарабатываю, и показываю, собственно, все лайфхаки, как я этот путь прошел и как я сейчас расту. Какую конкретную пользу я даю? То есть я не просто свой пример рассказываю. У меня есть конкретная сфера, это запуски Инстаграм, и я в этой сфере делюсь конкретными практиками, фишками, схемами, контент-стратегиями. Супер. То есть и люди получают конкретные применимые вещи. Супер. Вот как минимум просто поэтому есть смысл смотреть мой блог. Кайф. И вот теперь смотри, давай я тут вот поделюсь своей наработкой, что я считаю вот важным. Люди запоминают только то, что длительное время повторяется. Вот не надо рассчитывать на один залетевший рилс, который изменит твою жизнь. Этого нафиг не произойдет. В моей жизни было 1000 рилс залетевших. Это не сильно меняет жизнь. Меняет жизнь только то, что длительное время повторяется. К примеру, этот подкаст. Я его пилю уже год. И через год некоторые люди такие:
ты делаешь подкаст, прикольно. И я понял, что чтобы что-то произошло, надо это длительное время повторять. К примеру, я, допустим, вот кто я? Я блогер. Блогер-предприниматель. Вот у меня такое позиционирование. Для кого я? Для предпринимателей, экспертов, там, СММщиков, специалистов. Короче, всех, кто занимается контентом. Так, сейчас. Нас выгоняют, ставьте Ну, лайки. это кайф если- же вообще. Скажи, Давай Миш, куда-нибудь. Миша, сейчас пожалуйста, посадим. вот порешай, а. Только что у нас закончилось время на подкаст-студии, и нас уже выгоняли, но люди, которые снимаются после нас, слава богу, нас узнали. Мишу, вернее. Ну, да, И меня вот удалось пример, выбить еще 20 минут. Добить. пример того, как личный бренд тоже помогает в жизни, потому что Согласен. есть огромная лояльность. Слушай, смотри, давай так. Вот, теперь я продолжу про себя. И вот, я думаю, смотрю с их точки зрения и думаю, что бы им было интересно. Им было бы интересно, чтобы я им говорил, в смысле, предлагал какие-то готовые идеи, решения. Мы сделали рубрику «Арман, придумай идею», короче. И мы эту рубрику сейчас снимаем и уже сняли раз там 10. Чтоб ты понимал, она вообще не залетает. Относительно тех моих просмотров, которые могут быть, я знаю, что я могу сделать, чтобы зашло. Выложить своих детей, поцеловать их, и еще супруга, чтобы в этот момент целовала меня, короче. И все, мы сделаем 10 миллионов просмотров. Я знаю, но мне стратегически не нужно этого. Потому что, в этом нет смысла. Я не буду продавать завтра подгузники. Я буду работать с предпринимателями. Кто знает. Ну да. Ладно. Нет, в смысле, может быть, бизнес такой буду делать, но не буду этим сам торговать, да, скажем точно. И теперь смотри, я это делаю, у меня сейчас цель делать это год минимум. Мгм. И через год люди будут знать, что я могу придумать идею. Вот, у меня такая позиция. Да. Поэтому смотри, важно мыслить рубриками, важно мыслить накопительным потенциалом и не ждать от одного рилс изменения жизни на 180 градусов. Да. Поэтому смотри, давай тебе прямо сейчас разгоним несколько рубрик. Если они тебе откликнутся, ты их будешь реально, кстати, снимать. А аудитория на примере этого поймет, как им это сделать. Да. И у нас в конце будет практика, и на этом все закончим. Да, а то и да, так уже да, дофига супер, дали, мне хорошо. кажется. Погнали. Да. Смотри, давай я сейчас и веду в общий контекст. Да. Вот мы сейчас пойдем еще в конкретные А идеи. ты запарила свои Но контексты. я просто, чтобы ты понимал, Да. что происходит у меня, какая у меня контент-стратегия. Мой подход сейчас к контенту, что есть рилсы, есть сторис, есть телеграм, есть YouTube. У меня разложено так, что сторис и телеграм у меня на ежедневное общение, коннект с людьми, рилсы, шортсы, короче, весь короткий контент на привлечение внимания, на подписки, YouTube, собственно, на прогрев. Раз в Мгм. неделю я дропаю какой-то мастер-класс полезный, и там, собственно, прогреваю людей. Мы сейчас давай поговорим именно в контексте, допустим, короткого контента, да, рилсов, шортсов, именно на привлечение аудитории. Окей, Всё, да, окей, все супер. супер. Смотри, вот твоя аудитория это именно люди, кто хочет в онлайне зарабатывать, да? Окей, все, погнали. Первое, давай, вот я бы на твоем месте добавил бы сторителлинги. Да, У тебя очень много архивных кадров. да. У тебя реально много звенящего контента, то есть это такого контент, который привлекает внимание. Типа из хостела до человека, кто владеет там Феррари, Урусом, всеми там вот этими доказательствами социальными. Я думаю, что надо раз в неделю делать один раз сторителлинг, связанный про твою жизнь или там про там. Это может быть, знаешь, там сторителлинг про там отцовство, Да. сторителлинг про бизнес, сторителлинг про то, что ты вот команду начал искать, сторителлинг про запуски, про то, как ты начинал цифры и то, какие они сейчас. Потому Надо что записано. под Короче, история из жизни. истории, где ты берешь, прописываешь текст, его озвучиваешь и просто накладываешь архивные кадры. Они есть, это легко масштабируемый контент, это можно делать без тебя, да, допустим. Второе, это вот первая рубрика была, вы тоже можете для себя взять, это какие последствия этой рубрики? Она раскроет тебя как личность и введет как раз-таки в твой любимый контекст. Вот реально. Люди всегда будут понимать, кто ты, чем ты занимаешься, чем ты живешь, какие у тебя там все. Ну, понятно. Вторая рубрика. Я бы на твоем месте, у тебя очень здравые идеи, и ты проницательно сканируешь рынок, видишь вот эти все моменты. Я бы на твоем месте вещал бы с позиции трендов. Мгм. И уверенно говорил бы, Миша, кто если не ты? Как раз-таки ты сейчас тот чувак, который, как ты говорил его зовут? Владелец агентства. А Петроченко? Вот ты сейчас Петроченко, понял? Типа в запусках. Да. Ты должен уверенно насыпать людям, как надо им двигаться в этом плане. Но ты-то это будешь делать реально же здраво. Ну, то есть, Ну да. исходя из опыта, исходя из лидеров рынка, предсказывать какие-то будущие тренды. Я бы сделал бы такую, типа, рубрику, где ты накидываешь лайфхаки, инсайты, тренды,
которые сейчас или в будущем будут актуальны. Очень коротко, по Да. одной мысли. Да. Типа, наступает время подписок. Объясняю почему. Раз, два, три. Все. Отправь это видео тому, кому это будет полезно. Какие последствия у этой рубрики, если ты ее стабильно будешь делать год? Люди будут видеть тебе трендсеттера. Человека, который говорит, как надо делать. Это в копилку формулы запусков точно идет. Поэтому я думаю, это вторая рубрика. Для вас это может быть, типа, не знаю, делитесь экспертностью в своей сфере и вещайте уверенно. Вы сами себе можете только позволить уверенно вещать. Даже вот я вижу по Мише, что он такой тоже, типа, да, так, типа, могу рассказать, типа, да, нормально. Как будто даже ты сомневаешься. Есть такое? Да нет, наверное. Нормально. Давай так. Да не, нормально. Задумался, нормально. В целом типа, нормально. как сделать Да. уже, да, На короче? 7 из 10, да. Все, хорошо, супер. Заходит тебе? Да. Вторая рубрика? Да. Супер. Берем. Третья рубрика — карусель с лайфстайлом. Объясняю почему. Короче, Неожиданно. зумеры не смотрят на смыслы, а смотрят на вайб. Какой рядом с человеком вайб? Самый классный для меня пример, понятный. Давай возьмем Имангаджи. Да. Вот ты видел его аккаунт, там чисто вайб. Да. Ты листаешь его посты и видишь, как он бегает, как он тренируется, как он производит напитки, какой он крутой, какие-то там девушки рядом, какой-то private jet, потом он играет в Майбахе вот этот вот Nintendo. И у тебя складывается вайб его. И ты, короче, по сути, его реальность чухаешь. Да. Блин, очень круто, что ты это сказал. Да. Вот знаешь вот этого чувака, который голову макает в ведро? Да, Ты феномен, видел который с стал. мистером Бистом у него сейчас была коллаба? Да. И он же инфобизер. То есть у него курс для коучей вообще по инсте у этого чувака, который макает голову. И Я он не знал, продает думал, его он в сторис. спортсмен. Нет, Да офигеть. прикинь, я тоже в шоке. Да, То есть да, у него да, еще да, есть да. смысловые рилсы, где он Офигеть. рассказывает, как вести инсту. Я Офигеть. тоже вот на него подписался. И самое интересное, что у него 90% контента — это вот такой вайб его жизни, Вайб. где... И он сейчас прирастает на 1 миллион в день, коллаба с мистером Биста, и это наш онлайн-курсовец, Офигеть, который продает. Я офигеть. тоже офигел, и вот это Офигеть. очень подтверждает ту Да, мысль, которую да. ты говоришь. Смыслов ноль, картинки 100% красивой и вайба Вот. 100%. Я сейчас, допустим, добавлю в каждый день свой, типа, Ай, такой влог. Да. Хорошо идет. Да. И смотри, у меня на данный момент есть карусели, где я за неделю, каждую неделю, в воскресенье выкладываю фотоподборку и подписываю УМР. На казахском это значит жизнь. Просто такой вот пост. Он заходит стабильно на 300-400 тысяч человек у меня. Это считается средне. Но там особо нет лайков. Я знаю вот эти моменты, но я знаю, что будет через год. Через год люди будут, покупая любой мой продукт, услугу, хотеть этого вайба. Мгм. И сейчас люди мыслят через вайб, и им надо также это доносить. Сейчас бренды, это вот такой новый маркетинг, дают тебе состояние определенное. То есть ты, когда берешь какой-то бренд, ты покупаешь состояние, а не то, что там, какие характеристики. У тебя есть Урус, ты на нем приехал. Ты разбираешься, сколько там, какой аккумулятор, Нет. или какой там омыватель стекол стоит. Нет, ты что купил? Дерзость, Да. ты купил крутость, ты это купил. Да. И вот то же самое надо делать. Блин, да. я только что сложил у себя в голове, почему у экспертов, которые снимают просто разговорный контент в студии, дома, с хорошим ракурсом, с плохим, неважно, с любым, почему лично меня они не торкают, Да. и почему у них у всех, почти у всех, слабые запуски. Хотя они делают, супер топовый контент, супер ценный, Да. с монтажом, там вообще Полезно, супер. все очень полезно. И я просто смотрю, непонятно, как живет этот человек и что ему это дает. Вот это просто супер. С другой стороны, вот этот парень, который просто макает голову в ведро с водой и живет, показывает крутую жизнь, ничего не рассказывая практически, как и что обстоит, ничему, там, почти не учит, именно в контенте. И я такой, блин, круто, хочу какого-то... И я же подписался на него еще год назад, вот как раз таких видосов, просто за вайбом следить. Это мне супер зашло. У меня только что подтвердилась мысль, которая зрела в течение года, и вот сейчас ты ее вербализировал, и она у меня прям Ну, мы сложилась. еще с тобой добьем рубрики дальше Да. сейчас, но надо, мне кажется, уже завершать наш да. подкаст. Смотрите, ребят, практика. Вы пишите для себя сейчас минимум 3 рубрики. Я рекомендую сторителлинги. Второе — это какие-то экспертные ваши именно с точки зрения, знаете, как типа у вас есть какая-то история плюс действия, которые вы сделали, и на примере этого вы делитесь.
И третье — это, допустим, какой-то вайб или что-то такое ваше жизненное. Это просто такая базовая штука. Ну и четвертое, ладно, кейсы. Если вы там будете продавать, и вам нужно продавать, выкладывайте истории успеха ваших клиентов, хорошего опыта и так далее. Все, это такая база, но вы напишите все равно рубрики, которые вы будете теперь стабильно внедрять. Они не залетят, и пусть не залетят, ничего страшного, не ожидайте сверхрезультатов. Это все делается постепенно, плавно. И вот завершая наш подкаст, тупо из-за того, что у нас не хватило, к сожалению, времени, значит, будет вторая часть Да, через некоторое время. будет. Давай. Сделаем. Я вот согласен на нее. Можно? Да. Я добью финальный Давай. шаг. Я думаю, людям очень ценно Так. будет. Дай мне 3 минуты, хочу добить тему монетизации. Ой, Вот, короче, вы это ёлки-палки. сделали. Мы, кажется, Давайте не вот успеем. прям супер... Давай это в следующий раз. Можно, пожалуйста. Давай попробую, если что, вырежь. Супер конкретно быстро, Да. что нужно делать. Вот вы это снимаете, как деньги получать. Первое, снимаете одно единственное видео продавец на 20-30 минут, которое рассказывает, как сделать полную трансформацию в вашей сфере. Ну, например, как похудеть до 50 килограмм, как там раскачать аккаунт до 10 тысяч подписчиков, как сделать первую сотку на инвестициях. Записывайте это видео, и 10 минут из этого видео, вот, допустим, 20 минут контента, 10 минут должно в нем быть продаж. Это видео, ваше главное видео, которое вы отправляете всем. Дальше, весь контент затачиваете по возможности на то, что посмотрите вот это видео. Во всех рилсах, в сторисах периодически людей отсылаете туда. Это видео будет собирать вам заявки. Дальше с этими заявками вы переписываетесь, скидываете им это видео, они смотрят, и через переписку закрываете на, собственно, на продажи. Супер. А, Так можно продавать хоть что же. Да, если у вас до 100 заявок, если вы только начинаете блог, хорошая цель, чтобы у вас в месяц было хотя бы 100 заявок на ваш продукт, тогда вы можете переписываться с ними лично, назначать зум и продавать. Если будет больше 100 заявок, уже можно подключать отдел продаж, уже можно подключать что-то более сложное. Вот этой схемы уже достаточно одного Чтобы как-то продающего видео, монетизировать. переписки в Супер. директе, созвоны, чтобы ваш контент происходил не просто так, а Да. для чего-то. И очень самая важная задача чтобы у вас приходили живые деньги. Вот этот делать контент, можно уйти в то, что у Армана классное долгосрочное видение. У меня, кстати, тоже я также расширяю. Также стараюсь мыслить, что я типа планами на год. Но когда вы начинаете, очень важно, чтобы у вас прям в эту моменте неделю хотя бы там на были. 5000 тенге вот вам Да, бы кто-то да, оплатил, да. чтобы для мозга это было реальным. Выгодно, Да, и да. поэтому помимо вот того, что у вас есть задача на рост блога, на Да. контент, на стратегию, у вас должна быть всегда Точно. задача на сбор заявок в Супер. моменте, на переписки с ними, на продажи. И вот в этой комбинации оно будет работать. Подытожим все, что мы рассказывали. Первое, относиться к блогу как к работе. Второе, поставить четкие цели, к какому моменту что ты хочешь от него получить. Третье, выписать страхи, которые мешают, контрубеждения, контраргументы внутренние, и подумать, как их решить. Мы наглядно этому уделили большую часть Причем очень подкаста. по-честному, да. Четвертое, выписать несколько ключевых рубрик Да. в коротком контенте, в рилсах, которые вы будете делать. Это же можно дублировать там ВК-клипы, ТикТок, шортс. И дальше делаете одно длинное видео, куда Про будете продукт. сводить этот весь трафик и с него уже собирать заявки, продавать. Вот кратко курс записали. Слушай, я думаю, по пользе этот подкаст был ценнее, чем некоторые курсы, 100%. Надеюсь. Миша, у нас рубрика, в конце люди пишут инсайт и то, как они будут его внедрять в жизнь. Что за это мы можем подарить от тебя? От меня мы можем подарить, вот как раз мы 3 дня с командой выписывали полную схему моего запуска, все сторис выгрузили, все видосы выгрузили, все воронки выгрузили. У меня есть такой Miro-файл большой, я могу его просто Задрот. выдать людям. Окей. А это кому? Я думаю, всем могу. Всем. Окей. Что нужно сделать? Давай, пусть выкладывают сторис, отмечают нас с тобой, Супер. и на каждую такую сторис я буду скидывать ссылку. Только ты не с планом. пропустишь, а то мне потом будут писать. Я не пропущу, Миша, не я скинул. посажу ассистента Всё, за это. обещаешь? Да, Всё. и сейчас давай, а какой Вот теперь приз? смотри, это да, это для всех, кто выложит Да. сторис. Это круто. Но у нас обычно там приз, да? какие-то вот такие суперценные, твердые, физические, как правило, иногда бывают, ну, какие-то сертификаты для там 10, допустим. Вот что такого можно подарить? Короче, давай за инсайт подарим. Мы, короче, с Арманом сформируем сейчас топ-10 книг О, в блогинге, в запусках, в маркетинге. И
какую-то из этих книг вы получите. Супер. Ну, сколько людей? 10. 10. 10 человек. Мы выберем 10 Да. книг. Возможно, это будет одна. Я рекомендую одну. Давай выберем книгу «Запуск». Ну давай. Она самая классная, фундаментальная, базовая, еще ассоциация с тобой. И это будет классный подарок. Его, мне кажется, эту книгу должны прочитать все, Да, кто да. будет заниматься запусками, блогом и так далее. Да. Вот. Все, Всё. просто за инсайты и комментарии. Спасибо Все, большое. спасибо большое. Побежали. Просто побежали.